Привет, меня зовут Игорь, и вы на канале Домашнее решение. К сожалению, заканчивается отпуск в Египте, сейчас январь 2026 года. В этом видео я вам хочу рассказать, что нужно сделать, чтобы не спустить свой отпуск в унитаз, в прямом смысле этого слова. Смотрите далее, и вы будете готовы ко всем неожиданностям, которые могут вас поджидать. В ожидании отпуска мы сразу же после оплаты путевки мысленно представляем себя на пляже под лучами солнца с коктейлем в руке. Однако, чтобы отпуск прошел гладко, о путешествии нужно позаботиться заранее. В данном видео я постараюсь подробно рассказать о личном опыте и наблюдениях. Первое. В Египет берите с собой доллары. Потому что курс доллара на январь 2026 года, да и всегда, ниже, чем курс евро. Но в Египте при расчетах с таксистами на рынках они всегда считают 1 евро равен 1 доллару, что, согласитесь, совсем для вас невыгодно. Второе. Возьмите с собой ручку. Поверьте, вы сэкономите уйму времени при заполнении миграционной карточки. Карточки для въезда в Египет дают в самолете или в аэропорту на стойке туроператора. Но чем их заполнять – вопрос. А у вас при себе будет персональная ручка для этого. Ничего сложного в заполнении нет. Никого не надо просить о помощи, тем более тех, кто предлагает это за деньги. Заполняете все английскими заглавными буквами. Номер рейса, откуда прибыли, фамилию, имя, дату рождения, гражданство, номер и серию паспорта, отель, в котором вы будете проживать. И обязательно поставьте галочку в квадратике «Туризм» в самом низу миграционной карточки. Третье. Если вы летите в составе группы, там все понятно. Вас встретит гид, посадит в автобус, и автобус довезет вас до отеля. Но когда летишь самостоятельно, то большая проблема найти такси в аэропорту за приемлемую цену. Таксисты, которые ждут в аэропорту, называют цену от 20 до 35 долларов за 10 минут езды до отеля, в котором я отдыхал, Домина Coral Bay. Советую воспользоваться приложением GetTransfer. Там простая регистрация, можно оплачивать заказ с российской карты. Из аэропорта вылета делаешь заказ, указываешь время прилета в Египет, номер рейса и какое имя написать на табличке, с которой вас будут встречать на выходе из аэропорта. По прилету остается только внимательно смотреть на таблички встречающих. Стоимость поездки до того же отеля Домина у меня составила 13 долларов против 30, которые запрашивали аэропортовские бомбилы. Четвертое. Во время отдыха иногда надоедает сидеть или лежать в отеле и хочется съездить куда-нибудь в город развеяться. Обычно все ездят на такси. Старайтесь не пользоваться услугами обочечников. Гораздо безопаснее и дешевле заказывать такси через приложение InDrive. Это аналог Яндекс.Такси российского. В приложении высвечивается средняя цена поездки, когда вы задаете начальную точку и конечную. Но будьте внимательны, обочечники также зарегистрированы в InDrive и поначалу будут предлагать через приложение цену в 3-4 раза выше. Не соглашайтесь. Обязательно найдется такси, водитель которого согласится отвезти вас за цену, указанную в приложении. Для примера, стоимость поездки от Домины до площади Сохо через приложение в январе 2026 года у меня составила 3 доллара. До старого города Шарм-эль-Шейха 5 долларов. И обратите внимание, заказ через приложение безопасен тем, что там сохраняются все данные водителя, маршрут и стоимость поездки. И не получится, как у меня в случае с обочечником, когда у меня закончился интернет в старом городе, и я не смог воспользоваться приложением. Договорились с обочечником на 6 долларов. В процессе поездки цена подскочила до 10. Пришлось орать друг на друга. Бомбил на меня арабским матом, я на него русским матом. В итоге, когда подъехали к отелю, охранник на воротах разрулил ситуацию. Он о чем-то поговорил с Бомбилой. Бомбила согласился на 6 долларов.
о которых мы первоначально договаривались, и уехал. Пятое. Во всех номерах висит предупреждение в ванной комнате и в коридоре не пить воду из-под крана. Это вода техническая. Пить воду можно только из бутылок, которые присутствуют в номере. Обратите внимание, что не лишним будет также и зубы чистить не водой не из-под крана, а из этих самых бутылок. Шестое. Возьмите с собой таблетки, которые помогут снять тяжесть в желудке, остановить диарею, что еще там, сбить температуру, вылечить от головной боли. То есть такой минимальный набор туриста, который облегчит вам жизнь. Мизим, лопирамид, эфиралган, ибупрофен, что от головы там, цитрамон, и крем против солнечных ожогов тоже будет не лишним. Такой вот минимальный ассортимент. Кстати, диарея – это очень распространенный недуг на отдыхе. Я сам неоднократно видел, как обслуживающий персонал забывает мыть руки после туалета. Ладно бы это были уборщики, но и бармены страдают такой же забывчивостью. А однажды в столовой видел, как аниматор вытер свой белый кроссовок салфеткой со стола и положил ее обратно на стол. Я думаю, вряд ли кто-то поменял бы эту салфетку перед приемом пищи, если бы я ее не выбросил. Седьмое. Старайтесь брать коктейли безо льда. Лед в Египте, как правило, делают из обычной воды. А как вы помните, про предупреждение в номерах, пить воду из крана категорически запрещается. Восьмое. В столовой не оставляйте еду на столе без присмотра. Особенно это касается открытых уличных террас. Пока вы будете ходить за соком или кофе, или добавкой, прилетит стая птиц и будет клевать вашу еду в тарелке. Конечно, всю еду они не съедят, но приятного мало. Когда птицы походили по земле, а потом по вашей тарелке, или поклевали где-то на помойке отходы, а потом полакомились кусочком курочки с вашей же тарелки. Девятое. Старайтесь есть только знакомую для вас и вашего желудка еду. То, к чему привыкли местные жители, не обязательно придется по вкусу вашему желудку. Конечно, попробовать можно все, но в умеренных количествах. Также старайтесь не есть готовые салаты, типа нашего оливье, заправленные майонезом. Потому что бывает такое, что несвежие продукты, чтобы не чувствовался вкус, заправляют майонезом, и вкус теряется. Лучше взять все это по отдельности ингредиенты, смешать и отдельно заправить сметаной, майонезом, которые присутствуют на специальных столах в столовой с приправами и соусами. Десятое. Все, кто едут на спокойный отдых в Египте, я имею в виду отдых, не связанный с экстримом, таким как полет на дельтаплане, подъем в горы или погружение с акулами, такие туристы имеют стандартную страховку, которую автоматически продает нам туроператор. Страховка подразумевает хорошее покрытие от заболеваний, но есть один нюанс. Я бы даже сказал одно большое «но». Как правило, отдыхающие в Египте всегда находятся в состоянии алкогольного опьянения той или иной степени. А это как раз может являться причиной, по которой в лечении по страховке могут отказать. Помните об этом и берегите себя. В любом случае никто вас бесплатно лечить не будет. Даже если помощь была оказана по страховке, обычно сначала вы платите свои деньги, а потом уже по приезду домой страховая компания вам компенсирует расходы, если вы предоставите все необходимые документы. Вот и все, что я вам хотел рассказать про отдых в январе 26 года в Египте. Надеюсь, данное видео поможет вам не попадать в неприятные истории во время отпуска и сохранит вам нервы. До скорых встреч на канале Домашнее решение.